Кстати, у меня нету такого ремкомплекта. Придется изготовить. У меня есть на штиль 180. Она сюда подходит, мембранка, но она без отверстия. Ладно, сделаем отверстие. Мы помним магическое слово «как можно дешевле». Давайте посмотрим. Здесь у нас что? Вот. Нашел я прокладочку, которая встанет сюда. Потому что это наверняка сейчас изорвется, если мы ее начнем снимать. Ну да, вон она, видите, что. Мы ее пока не выбрасываем, потому что нам нужно будет по образцу сделать вот это отверстие. Это зачищаем. И здесь вот еще подобрал кое-что. Ось, коромысла и клапан. Вот так вот. Все. Чистим. Как говорится, извините за тавтологию, дочисто. Мембранку мы оставим, но ее нужно будет хорошо почистить. Вот. В отдельную емкость сейчас сложим это дело. Так, пружинка. Ну, а что он, конечно, здесь уже и заржавел. Ну, еще посмотрим. Сам клапан. Ну, боковая поверхность вроде чистая, не изношенная. Единственное, что ржавчины очень много. Так. Вот так вот. И сейчас зальем все это дело очистителем карбюраторов. Прям моментально съедает кожу. Так. Здесь нам надо еще выкрутить жиклер. Попробовать. Не всегда они выкручиваются. Далеко не всегда. Должен, но не всегда выкручивается. В данном случае выкрутился. Это хорошо. Уже само по себе. Можно, конечно, поставить дешманский карбюратор. Но это все-таки оригинал. Лучше его восстановить. Ну вот. И как в детской песенке. Пусть ворона мокнет. Вот так вот еще добавим. Чего его жалеть? Очиститель этот. Закроем крышечкой. И пусть он у нас постоит. А мы займемся изготовлением прокладки. Мембрана у нас будет та же самая. Это делается так. Да, собственно, что тут
сильно-то объяснять. Просто нужен пробойник маленького размера. У меня он изготовлен специально. Видите, разные пробойники, а вот совсем крошечный пробойничек. Вот ими воспользуемся. Ими воспользуемся. Тут ведь большой точности не надо. Важно, чтобы оно отверстие это было, и все. Так. Вот прикладываем старую прокладочку. И в это отверстие режем новое. Вот так вот. Все. Мы нарезали отверстие. Осталось нам только дождаться, когда там все это откиснет, и почистить основательно. Промыть еще в бензине, чтобы ничего там не отлетало, никакая грязь, никакая ржавчина, и не забила бы каналы. Вот такая получилась у нас прокладочка. Ну вот, очистил я. Посмотрите, очистилось все великолепно кисточкой. Вот. Теперь мою уже в бензине. Заодно и это помыть. И это, и пятое, и десятое. Так. Ну вот, теперь можно посмотреть проходимость. Вообще, в целом. Собственно, у нас что здесь? Жиклер переходного режима. Клапан форсунка работает нормально. Слышу, как она там хлопает. Так, это главный ход у нас жиклер на максимальной мощности. И вот этот жиклер холостого хода. Ну, как бы тоже продувается. Еще маленечко сейчас проволочкой протолкнем. Вдруг там наросты какие на жиклере. Проволочка у меня белого цвета, но это не стальная, это медная проволочка, серебряная. Стальной копаться здесь нельзя. Все понятно. Дальше что у нас? Мембранка тоже великолепно отмылась. И даже коромысла отмылась, но не так великолепно. Следы ржавчины на ней остались. Да, впрочем, мы же уже подготовили коромысло. И сейчас жиклер переходного режима. Еще посмотрим. Прочистим его проволочкой. Вот так вот. Продуем. Без компрессора обойдемся. Ось коромысла тоже ржавая. Значит, мы ее тоже отбракуем. Не отмылась там ржавчина. Винтик отмылся. Что там у нас еще? Сам клапан. Клапан, в общем-то, отмылся. Здесь еще по граням пройдемся ногтем. Возможное отложение уберем.
вам-то не видно, а я вижу, что они есть здесь, эти отложения. Вот так вот. Как говорится, покряхтим, покряхтим. В принципе, клапан тоже можно поменять, он у нас есть. Что у нас здесь еще? Сеточка. Вот. И пружинка. Пружинка отмылась великолепно. Все, можно собирать. До свидания, до новых встреч, здоровья вам и всего хорошего.